Всем привет! Добро пожаловать обратно в мир королевы К-поп. Сегодня мы погрузимся в момент, потрясший как мир спорта, так и музыкальную индустрию. История, которая кажется почти нереальной, но происходит прямо на наших глазах. Ким Тэ-хён из BTS официально выбран для церемониального первого броска на стадионе Доджер. Последовало полнейшее безумие, сайты продажи билетов рухнули, СМИ по всему миру засуетились, а фанаты готовились к вечеру, который может стать одним из самых символичных и незабываемых событий в его легендарном путешествии. Когда было объявлено, что Ким Тэ-хён, более известный как Ви из BTS, выйдет на Питчерскую горку на стадионе Доджер, интернет буквально взорвался. Это была не просто новость. Это была история, пишущаяся в режиме реального времени. 25 августа стадион одной из самых культовых команд главной лиги бейсбола встретит мировую суперзвезду, которая выходит за рамки музыки, моды и культуры. Для ARMY по всему миру это больше, чем просто церемониальный первый бросок. Это момент, когда Восток встречается с Западом, где музыка встречается со спортом, и когда влияние одного человека настолько сильно, что шокирует далеко за пределами бейсбольного поля. Билеты на этот матч стали самым ходовым товаром в тот же миг, как только было подтверждено его появление. Фанаты в панике бросились покупать билеты онлайн, отчаянно желая оказаться среди более чем 50 тысяч человек, которые станут свидетелями того, как Тэ-хён творит историю. Через несколько минут сайт по продаже билетов начал работать медленнее из-за множества ошибок в сообщениях и сбоев, вызванных огромным трафиком. Подумайте об этом. Даже не суперзвезда бейсбола или голливудский актер, а певец из Южной Кореи, чье присутствие на стадионе вызвало билетный крах в Лос-Анджелесе. Это напоминание о том, что Ви не просто айдол, он – мировая культурная сила. Торжественный первый бросок в американском бейсболе – не просто традиция. Это символический жест, признание, которое дается только тем, кто имеет исключительное значение или оказал значительное влияние на мир. Выбор Тэ-хёна, особенно единственного кей-поп-айдола, удостоенного такой чести, красноречиво свидетельствует о масштабах его влияния. Это не просто переход музыки в спорт. Это момент культурной дипломатии, когда миллионы глаз устремятся к стадиону Доджер, не только ради игры, но и ради человека, стоящего на трибуне. Представьте себе эту сцену: закат над Лос-Анджелесом, стадион, гудящий в ожидании, вспышки камер со всех сторон и десятки тысяч фанатов, скандирующих его имя. Голос комментатора разносится по стадиону, представляя Ким Тэ-хёна. Он выходит на поле с характерным для него спокойствием, но притягательной харизмой. Одетый не как бейсболист, а как он сам, художник, икона. Каждый его шаг несет тяжесть его пути. От мальчика из маленького городка Тэгу до одного из самых влиятельных артистов мира. А затем, на глазах у всего мира, он поднимает руку и отправляет бейсбольный мяч в полет, официально отмечая свое место в истории главной лиги бейсбола. Это не первый раз, когда Тэ-хён разбивает в пух и прах ожидания, но, возможно, это один из самых визуально символичных моментов в его карьере. Ведь все это происходит не в Сеуле или Токио, а в Лос-Анджелесе, в самом сердце американской культуры. Корейский артист, оказавшийся в центре внимания на матче Доджерс, это не просто вопрос репрезентации. Это разрушение границ и переосмысление того, что значит мировая слава. Поклонники по всему миру уже готовятся к этому зрелищу. Социальные сети переполнены предвкушением, хэштеги мелькают на разных платформах и ведутся бесчисленные обсуждения того, что он наденет, как будет бросать мяч и как отреагирует публика. Но за поверхностным волнением скрывается нечто более глубокое. Гордость. Гордость фанатов, которые годами следили за его карьерой, которые знают о трудностях, росте, мастерстве и неоспоримой харизме, которые привели его на эту сцену. И не заблуждайтесь, это событие больше, чем бейсбол. Больше, чем К-поп. Речь идет о влиянии, культуре и о том, как присутствие одного человека может объединять континенты. В тот день, когда Тэ-хён будет стоять на стадионе Доджер, он будет представлять не только BTS или даже Южную Корею. Он будет представлять мировое сообщество поклонников, которые всегда были с ним рядом, артистов, мечтающих о достижении цели за пределами границ, и новую эру развлечений, где музыка и культура не знают границ.
Для Dodgers приглашение – стратегический шаг, который привлечет внимание всего мира к их игре. Для ARMY это еще одно напоминание о том, как далеко прошел Тэхён и как высоко он продолжает подниматься. А для самого Тэхёна это шанс выйти в новый центр внимания, не на сцене с микрофоном, а на Питчерской горке с бейсбольным мячом, еще раз доказав, что, где бы он ни оказался, весь мир будет за ним наблюдать. История будет написана на стадионе Доджер. Не только треском биты или ревом трибун, но и простым, но мощным жестом первого броска Ким Тэхёна. Этот момент в очередной раз доказывает, что его влияние не знает границ. Что делает этот момент еще более необычным, так это абсолютный символизм, стоящий за ним. Десятилетиями торжественный первый бросок был привилегией президентов, легендарных спортсменов или культурных кумиров, олицетворяющих целую эпоху. Теперь эта честь принадлежит Ким Тэхёну. Это четкий сигнал, мир больше не воспринимает К-поп как узкоспециализированный жанр, а BTS – как очередной бойбенд. Вместо этого они признают Тэхёна культурным послом, мостом между Востоком и Западом, чье мастерство и человечность тронули миллионы. Еще до того, как он вышел на поле, эффект ряби уже начался. Новостные агентства по всему миру сообщают о его предстоящем выступлении, вызывая заголовки от Сеула до Нью-Йорка. Спортивные комментаторы, которые, возможно, никогда раньше не писали о К-поп-исполнителях, теперь с уважением упоминают его имя. Это показывает масштаб этого события. Певец, который не играет в бейсбол, стал таким же важным, как и сама игра. И подумайте о фанатах, которые заполнят стадион в тот вечер. Некоторые из них будут преданными поклонниками бейсбола, но многие придут туда исключительно из-за Тэхёна. Они принесут свои баннеры, свои лайтстики, свои голоса, способные превратить стадион в море фиолетового. Для этих фанатов это не просто очередное появление. Это чествование его пути. Живое доказательство нерушимой связи между Тэхёном и ARMY. Вот почему 25 августа запомнится не только как дата в истории Dodgers, но и как важная веха в карьере Тэхёна. И это невероятная история Тэхёна, творящего историю на стадионе Dodgers, событие, которое в очередной раз доказывает, что его влияние не знает границ. Если вам понравилось это видео и вы хотите следить за каждым моментом его пути, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Taehyung Films и включить колокольчик, чтобы не пропустить наши последние обновления. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We